Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня нас ждет очень напряженная сцена, в которой всего несколько телефонных разговоров снова заставляют Парса и Асю столкнуться с прошлым. И самое интересное, кажется, что история с Гюль еще далеко не закончена. Но прежде чем мы перейдем к событиям, я хочу сказать вам огромное спасибо. Я прочитала все ваши комментарии и была очень рада, потому что вы отвечали на мои вопросы, делились своим мнением и поддерживали нас. Я действительно благодарна вам за то, что вы с таким интересом смотрите наши видео. И знаете, что оказалось для меня особенно приятным? Нас смотрит намного больше людей, чем я думала. И причем на разных языках. Поэтому у меня появилась идея начать выпускать больше видео на том языке, который наберет больше всего голосов. Как вам такая идея? Если хотите поучаствовать, я оставлю опросы в нашем канале на разных языках, и вы сможете выбрать, на каком языке хотите смотреть наши видео. Обязательно проголосуйте. Спасибо вам огромное за такую поддержку. И еще я увидела один очень важный вопрос в комментариях. Почему мы не загружаем серию полностью? На это есть причина. Если я буду загружать сериал целиком, канал могут заблокировать из-за авторских прав. Именно поэтому мы стараемся показывать самые интересные моменты и рассказывать о событиях так, чтобы вы могли следить за историей вместе с нами. И еще раз спасибо за ваше мнение. Я во многом согласна с вашими предположениями о дальнейших событиях сериала. Честно говоря, я тоже думаю примерно так же. А теперь давайте перейдем к сегодняшней сцене. И, кстати, дорогие друзья, чтобы поддержать нас, обязательно подпишитесь на наш канал в TikTok. Именно там раньше всего будут появляться серии, которые вас интересуют, а также свежие новости и важные события. Ссылка на наш TikTok есть в профиле и в описании этого видео. Переходите и подписывайтесь, чтобы узнавать новости самыми первыми. А теперь к истории. Сцена начинается с телефонного разговора Парса и Гюль. Гюль звонит Парсу, потому что не может связаться с Султан. Сначала кажется, что речь идет о чем-то незначительном, но затем выясняется важная деталь. Султан вернулась в Адану. И вот здесь сразу возникает вопрос: почему? Гюль объясняет, что Султан должна была дать ей номер врача, связанного с ребенком. Но теперь она внезапно уехала. Парс явно не понимает, что происходит, и обещает сам связаться с Султан, чтобы все выяснить. На первый взгляд, обычный разговор. Но для Аси это становится очередным ударом. Она снова слышит имя Гюль и понимает, что даже когда с ее нет рядом, она продолжает каким-то образом присутствовать в их жизни. Ася говорит Парсу то, что, наверное, уже давно чувствует. Гюль всегда будет стоять между ними. И вот здесь сцена становится действительно эмоциональной, потому что проблема Аси уже не только в самой Гюль. Проблема в том, что после всего произошедшего она больше не чувствует себя в безопасности в этих отношениях. Каждый телефонный звонок, каждое имя, каждая тайна заставляют ее думать, что прошлое снова вернется. Парс пытается подобрать правильные слова и говорит о маяке. Но Ася отвечает очень символично. Она говорит, что не является его маяком. И Парс отвечает, что они оба находятся на одном корабле. Они вместе посреди этих волн. И самое важное, не только Ася потерялась. Парс тоже потерян. На мой взгляд, это одна из лучших деталей сцены. Потому что обычно мы видим Парса человеком, который пытается все контролировать, защищать Асю и находить решение. Но здесь он впервые открыто признает, что сам не знает, куда двигаться дальше. Ася говорит: «Я чувствую себя потерянной». И Парс отвечает: «Я тоже». Всего несколько слов, но за ними стоит огромное количество боли. Они любят друг друга, хотят быть вместе, но все еще не могут избавиться от последствий прошлого. И именно поэтому я думаю, что сейчас отношения Парса и Аси находятся в очень хрупком состоянии. С одной стороны, они, наконец, рядом. С другой, между ними постоянно появляется что-то, что заставляет их сомневаться друг в друге.
И особенно интересно, что Султан неожиданно уезжает в Адану. Мне кажется, сценаристы специально оставили эту деталь без объяснения, почему она уехала именно сейчас, что она знает, почему Гюль так сильно заинтересована в том, чтобы получить номер врача, и самое главное, что произойдет, если Парс узнает всю правду. Кстати, дорогие зрители, теперь мой вопрос к вам. На каком языке вы смотрите наши видео? Напишите в комментариях, на каком языке вам удобнее смотреть наши ролики. Нам очень интересно узнать, кто именно нас смотрит и из каких стран вы к нам приходите. И обязательно напишите свои мысли о том, на каком языке вам удобнее смотреть наши видео. Мы обязательно прочитаем ваши комментарии и будем рады учитывать ваше мнение. А теперь вернемся к Парсу и Асе. Мне кажется, что фраза Парса о том, что они находятся на одном корабле, очень хорошо описывает их отношения. Они не могут изменить прошлое, но они могут решить, позволят ли этому прошлому разрушить их будущее. И вот здесь я немного соглашусь с Асей. Пока Парс не поставит окончательную точку во всех вопросах, связанных с Гюль, Асе будет очень трудно почувствовать себя спокойно. Но и Парсу сейчас нелегко. Он оказался между человеком, которого любит, и ситуацией, которую сам до конца еще не понимает. Поэтому следующие события могут стать очень важными. Вернется ли Султан из Аданы с новой правдой? Что именно скрывается за историей с врачом? Сможет ли Парс, наконец, защитить отношения с Асей от прошлого? Или Гюль снова найдет способ вмешаться в их жизнь? А теперь самое интересное. Как вы думаете, действительно ли Султан знает что-то важное? Пишите свои версии в комментариях. И еще раз огромное спасибо каждому, кто смотрит, ставит лайки, подписывается и оставляет комментарии. Именно благодаря вам нам хочется продолжать делать новые видео и разбирать самые интересные моменты сериала. Не забудьте подписаться на наш ТикТок. Ссылка есть в профиле и в описании этого видео. Там мы будем делиться новостями и интересными сериями раньше остальных. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео. И прежде чем закончить сегодняшнее видео, я хочу еще раз сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку. Спасибо большое, что вы нас смотрите, оставляете комментарии и продолжаете быть с нами. Дорогие друзья, у нашего YouTube-канала уже давно отключена монетизация, поэтому создавать новые видео и продолжать работу над каналом становится непросто. Если среди вас есть те, кто хочет поддержать наш канал добровольным донатом, мы будем вам очень благодарны. Эти средства помогут нам продолжать делать новые видео, следить за новостями и выпускать для вас больше интересного контента. Также, если у вас есть какой-то вопрос о сериале, актерах или событиях, которые вас особенно интересуют, обязательно напишите его в комментариях. Мы будем читать ваши вопросы и по возможности отвечать на самые интересные из них в следующих видео. Номер карты для желающих поддержать нас мы оставим в описании этого видео. Но самое главное, не чувствуйте себя обязанными. Даже ваш лайк, подписка, комментарий и просмотр для нас уже являются огромной поддержкой. Спасибо вам большое за внимание, доверие и за то, что остаетесь с нами. До встречи в следующем видео.